Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о подкормке роз в июне месяце для пышной массовой бутонизации роз. Весенняя подкормка у нас уже была, об этом есть отдельное видео. Чтобы получить яркие, сочные краски и большое количество бутонов, нужно же, конечно, знать, чем подкормить розы именно в июне месяце. Вовремя проведенная подкормка продлит красоту ваших роз, увеличит количество цветов. Подкормка должна проводиться по схеме с учетом характеристики почвы, климатических условий и сортов роз. Азот, который я вносила весной, способствует наращиванию побегов, наращиванию листвы. Вы видите, как сейчас выглядят мои растения. В июне розе необходим фосфор, который обеспечит обильное появление бутонов, массовое появление бутонов. Калий и железо поможет противостоять различным заболеваниям на розах. Также необходимы микроэлементы, которые укрепят вашу розочку. Минеральные и органические подкормки надо чередовать. Если вы весной проводили подкормку минеральными удобрениями, то сейчас желательно в июне месяце подкормить ее органикой. Существует два вида подкормок, это сухие и жидкие. В любом случае они очень хорошо будут благоприятное влияние оказывать на розу. Итак, в июне для бутонизации что мы можем взять? Это бутон, 1 пакет на 2 литра воды, агрикола аква, 5 мл на 1 литр воды, циркон 1 мл на 2 литра воды, это для внекорневых подкормок. Также в качестве минеральных подкормок мы можем использовать такой препарат, как Идеал. 1 столовая ложка достаточно для того, чтобы подкормить вашу розу. Можно использовать также суперфосфат 100 граммов и калийную селитру 30 граммов в 10 литрах воды. Если у вас нет калийной селитры, можно использовать калий магнезия 1 столовая ложка на 10 литров воды. Возьмите, пожалуйста, на заметку, калийная подкормка не должна превышать норму, иначе розы потратят много сил на новые ростки, и бутонов будет очень мало. Внекорневые подкормки минеральными удобрениями можно также использовать двойной суперфосфат. Его настаивают в кипятке 3 часа. Его достаточно 50 граммов на 1 литр воды. Затем разводят в ведре 10-литровом, добавляют 2 литра калийной селитры и опрыскивают растения. Сейчас обращу ваше внимание на органические подкормки. И, конечно же, это различные навозы, птичий помет. Но мне вот нравится больше все-таки подкармливать мои растения птичьим пометом. 1 часть помета и 20 частей воды. Настаиваете в течение 10 дней и подкармливаете ваши растения. Также настой травы. 2-3 ведра травы залить водой, настоять 3-5 дней и разбавить 1 к 10. Зола – прекрасная подкормка, которая стимулирует рост, развитие роз и борется одновременно с вредителями. 1 стакана золы на 10 литров воды будет достаточно. Золу можно чередовать с настоем трав или же куриным пометом. Для этого 1 стакан золы, настой куриного помета или травы и поливаете ваши розочки. Также дрожжевые подкормки. 10 граммов сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара для того, чтобы лучше шло брожение, и 1 стакан воды. Разбавляете в 10 литрах теплой воды и тоже подкармливаете. Из внекорневых подкормок и органических я бы вам порекомендовала, конечно, луковую шелуху. Это для внекорневой подкормки достаточно 100 граммов луковой шелухи на 4 литра воды. Кипятите 7-10 минут, настаиваете 4 часа и опрыскиваете свои розочки.
Это самые лучшие, самые действенные подкормки для массовой бутонизации ваших роз. Если видео было полезно, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал.